Здравствуйте, дорогие друзья! Многие любят шарлотку за ее вкус и легкость приготовления. Мне нравится, когда в пироге много яблок и мало теста. Как раз сегодня я хочу предложить такой рецепт. Присоединяйтесь, будем готовить вместе. Яйца поместить в миску и всыпать к ним сахар. Сахара я добавляю 170 грамм, потому что у меня яблоки кисло-сладкие. Если яблоки кислые, то нужно добавить 200 грамм. И сразу же добавляю ванилин, либо можно использовать ванильный сахар. Сейчас нужно взбить смесь в пену, чтобы она увеличилась в объеме и слегка побелела. Взбивать лучше на средней скорости, и примерно по времени это займет 1 минуту или 1,5. Влить кефир. Я достала продукты из холодильника примерно за 30 минут, яйца, кефир и сметану. И сразу же выложить сметану. Продолжить взбивание примерно еще в течение 30 секунд. Я заранее просеяла муку. И сейчас будем всыпать небольшими порциями, примерно на 3 раза. Сразу же всыпать соду, соль. Как можно видеть, сода сразу же вступает в реакцию с кефиром, и на поверхности появляется большое количество пузырьков. Тесто получается довольно жидкое. Сейчас даем ему постоять 15-20 минут. Пока настаивается тесто, включить духовку, нам нужна температура 180 градусов, и порезать яблоки. Кожицу я с них не снимаю, у меня свои яблоки, тонкая у них кожица. Если ее снять, то яблоки просто рассыпятся в тесте. Режем такими небольшими дольками. Вес яблок в очищенном виде должен составить 380 грамм. После того, как тесто настоялось, влить в него масло. Раньше выливать не надо, чтобы хорошо вступило в реакцию и кефир, и мука, и сода. И сейчас еще раз все перемешаем. Тесто получилось у нас живым, на нем появляется большое количество пузырьков. Это хороший признак того, что и тесто у нас хорошо поднимется. Форму для выпечки смазать растительным маслом, промазывая хорошо дно и стеночки. На дно вылить небольшое количество теста, выливаем меньше половины. Таким образом, чтобы оно прикрыло полностью дно. Затем выкладываем яблоки. Если яблоки сильно темнеют, то их можно сбрызнуть соком лимона. Вот мы образовали такую подушку. И теперь остальные яблоки можно просто высыпать и разровнять. Уплотнять их не нужно, пусть они лежат свободно, чтобы между ними смогло проникнуть тесто. Яблочки лежат ровно, без всяких горок. И сейчас заливаем их оставшимся тестом. Легонько встряхиваем форму. И даем еще немного постоять, чтобы тесто распределилось между кусочками яблок. Затем ставим в духовку и выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут. Затем убавляем температуру до 160 градусов и выпекаем еще 10 минут. При этом духовку не открываем. Пирог готов, даем остыть ему немножко в форме и потом достанем. Разрежем пирог и посмотрим, какой он получился внутри. Шарлотка хорошо пропеклась и получилась довольно пышной. Когда ее ешь, то такое ощущение, что внутри очень мало теста и много яблок. Причем их вкус во время выпечки совсем не потерялся. Есть такой пирог, одно удовольствие. Друзья, надеюсь, что вы попробуете его приготовить, и он вам понравится. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!